Всем привет, YouTube канал Польза.нет. Сейчас мы пойдем топить S25 Ultra и в течение всего ролика будем проверять рекламу, в которой нас очень часто обманывали по поводу этого смартфона. Смотрим. Так, ну и классическим образом, чтобы я не говорил про этот смарт, даже если он утонет, Ультра всегда топчик. Учитывая, что он еще и 2 раза дропнулся по цене по предзаказу за то время, что я заказывал. То есть, проще говоря, пока я его получил, он упал в цене в 20 с лишним тысяч рублей. И думаю, еще упадет. Так, что у нас с сенсором под водой? Сенсор под водой не работает, никакого водного режима, как у Vivo, допустим, здесь нет. И, ну, разумеется, самсы лучше, если даже они утонут. Обычно там есть гарантия, и вам бесплатно его починят, но только если вы не будете его вскрывать. А вот если вы его вскроете, то тогда это будет очень много десятков тысяч рублей. Так, в целом все окей. В целом все окей. Смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня мы будем с вами работать вместе для того, чтобы разрушать рекламные слоганы. Какие конкретно? Смотрите, в руках у меня Samsung S25 Ultra, который умудрился дропнуться уже 3 раза, пока я его покупал. Чему я несказанно рад. Что можно сказать об этом смартфоне? Самое основное с самого начала, если у вас есть в руках S24 Ultra и S25 Ultra, или отсутствуют они, попытайтесь найти магазин, в котором они есть оба, и возьмите в руки. И если у вас реально ощущение, как, опять же, это рекламный слоган, что это дело в руке намного приятней, а это S24 Ultra хуже, напишите мне, это будет открытие. Что мы с ним уже делали? Мы уже 3 часа гоняли его на канале Польза стримы в играх. Можете посмотреть запись стрима, я его еще буду гонять, потому что пока на данный момент здесь даже комментировать нечего. Очень странное с блоком камер решение, вот с этими вот бортиками, в которые будет все забиваться. Огромный плюс и огромный минус то, что здесь отсутствуют какие-нибудь функциональные кнопки, как напихали на тех же айфонах, и опа, яблоко я, разумеется, буду сравнивать потом с ним по съемке, вы увидите все в видео. Зарядка быстрее не стала, беспроводная осталась, реверсивная осталась, и по большому счету они местами очень сильно ухудшили вот это устройство относительно прошлого. Менее топовым он от этого не становится, но я не буду говорить вам про PC-Mark, у меня довольно тупые и элементарные тесты. Они максимально топорные и однообразные. Допустим, я снимаю на смартфон в 4К 60 FPS со 100% заряда до нуля. Этот может снимать 4 часа 1 минуту, S24 Ultra, как понимаете, за год он устал с батарейкой. Этот может снимать 4 часа 17 минут. Но он новенький, и у него было пусть легкое, но сброс FPS относительно этого. Многие скажут, это не важно, но опять же, это пока я провел самые лайтовые тесты. Если говорить про какие-то суперспособности нового девайса, ну, к плюсам отнести новый процессор можно и то, что он стал значительно легче. По поводу съемки и всего остального вы увидите в ролике, но я провел еще один интересный тест в телеге своей личной, и проголосовало больше 1000 человек. Когда я рассказываю вам все время про Samsung, что это какая-то супер топовая мега оптимизация по выгрузке фотографий, вот здесь вы можете наблюдать. В телеге я скидывал фотки. То есть, проще говоря, из 10 человек, 1 человек считает, что лучше выгружает Samsung, 1, что лучше iPhone, и 1, что одинаково. Разумеется, тест был слепой. Разумеется, это вопрос выгрузки фотографий именно с самого устройства. Если вы будете делать это с компьютера, то это другая история. При том, что фронталка по фоткам выиграл Samsung с разницей 51% против 36%. По фронталке выиграл Samsung. По кружкам выиграл iPhone с 63%, 23%. То есть кружки на iPhone людям больше нравятся. Так что подписывайтесь, можете участвовать в подобном. Еще раз. Смарты топ. Еще раз, разумеется, для маркетинга Samsung лучше сравнивать S24 Ultra и S25 Ultra. Я сразу спойлерну, это выиграет за 80 штук. Однозначно, потому что здесь никаких плюсов нет. Ну, окей, там шим больше. Ой, подождите, то, что шим выше, это ж хуже. Но, в общем, разберемся, смотрим. Напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Когда они закончатся через пару месяцев, начну разыгрывать Poco X7 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании указать свое имя в телеге, подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Перейдем же к
к смартфону. Начнем. Распаковка, коробка и комплект не изменилась. Все так же небольшая коробка из плотного картона, на которой есть название, изображение и краткие характеристики модели. В комплекте мы имеем сам смартфон, без защитной пленки, разумеется, кабель для зарядки с Type-C на Type-C, документацию и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Блока питания, чехла и всего подобного в этом деле нет. Но если вы будете заказывать, как я, по предзаказу где-то, то, разумеется, вам что-то там накидают. Мне вообще колонку Harman Kardon дали за 20-ник и еще и зарядник бесплатно, но, правда, на 25 ватт. С другой стороны, от той же CMF-овской зарядки на 65 ватт универсальной он спокойно заряжается. Если вам надо 45 ватт, не обязательно покупать оригинальную зарядку. Главное, чтобы протокол поддерживался. Габариты устройства 163 на 78,6 на 8 мм без блока камеры. Вес смартфона 220 граммов, что значительно меньше, чем прошлый S24 Ultra. Далее. Поставляется данный девайс в черной, серой, серебристой и синей расцветке. Тыльная часть смартфона выполнена из стекла с матовым покрытием, рамка титановая, внешний смартфон практически не изменился. Но модель стала легче, притом эргономика не такая комфортная, как в S24 Ultra, по моему мнению. Я очень хочу, чтобы здесь написал кто-то из владельцев S25 Ultra, потому что у нас на стриме, когда мы жарили S25 Ultra, те, кто купил S25 Ultra, согласны, что по форме S24 Ultra выигрывает, и она реально удобно лежит в руке, а они сделали жалкую копию яблок, притом не особо удачно. Сборка хорошая, качество материалов тоже отличное, ко всему смартфон имеет водонепроницаемость по стандарту IP68. Правда, люфт у кнопок довольно приличный. Далее, на корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, микрофоны, динамики с поддержкой Dolby Atmos и разъем USB Type-C OTG 3.2 Gen 1 с поддержкой DisplayPort. Качество звука здесь хорошее, он очень громкий. Для персонализации звучания на борту есть разные предустановки под разные сценарии использования и кастомный эквалайзер. Но, как правильно заметили на стриме, сразу предупреждаю, что когда вы будете играть в игры, вот эти вот динамики великолепные, особенно левый, он будет закрываться вашими пальчиками, так же, как и правый. Данное расположение динамиков, в принципе, точно такое же, как и в S24 Ultra. А вот что лучше, звук я получше в смартфонах слышал. Не буду говорить, каких, я этот бренд не очень люблю. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, но не вообще OnePlus-овский. То есть, если у вас были в руках OnePlus 12, OnePlus 13, слегка разочарование. Но, как говорится, они и так себя продадут. Это неплохой вибро, флагманский, просто хуже. Встроенное электронное перо S Pen в наличии, но по функционалу его урезали, Bluetooth убрали, то есть теперь вы не можете отбегать с S Pen от смартфона для того, чтобы делать дистанционно фотографии или еще что-то. Но вот что есть, то есть. Притом S Pen от S24 Ultra не подходит в разъем S25 Ultra. Вот так они специально сделали, чтобы вы не могли их заменять. Хотя запихать можно, но они туда не встают. Экран стал слегка больше. Установлен дисплей Dynamic AMOLED 2X на 6,9 дюйма с разрешением 3120 на 1440 пикселей и защитой Corning Gorilla Armor 2. Плотность пикселей 498 ppi — это прям мало для подобного экрана. Почему? Потому что конкуренты предлагают за 500, притом значительно, там 520, 540. По моим замерам экран выдает в пике 1600 люксов, в обычной яркости 900 с копейками. Показатели шима, как всегда, соточку, притом они молодцы. Они шим подняли. То есть, если брать S24 Ultra, он менее шумящий, чем S25 Ultra. Разумеется, мы можем сказать, что с прошивками Samsung что-то допилит, но пока все, что они допилили, он стал больше тротлить, у него больше шим. Частота обновления экрана от 1 до 120 Гц. Разумеется, всякие там UFO-тесты и подобное сейчас не особо актуально. Почему? Потому что все будет допиливаться. Сенсорный отклик у экрана хороший, как в повседневном использовании, так и в играх. К плюсам отмечу, что экран прямой и рамки минимальные. Но игры — это точно не про этот смартфон. Вот когда я издеваюсь над яблоком, яблоко курит нервно в сторонке, потому что так как этот смартфон себя ведет в играх, очень давно никто себя не вел. В общем, если вы хотите яркость меньше 300 люксов через минуту игры, это про Samsung S25 Ultra. Посмотрите, мы делали 3 часа прожарку на пользу стримы, но особо хочу отметить, что вполне возможно они что-то допилят. А может быть, из-за веса они как раз решили испарительные камеры чуть-чуть попроще сделать, и теплоотведение стало чуть-чуть похуже, он же все равно работает. То есть в рабочих процессах он не греется, при зарядке он у меня не грелся, то есть он только начинает нагреваться, капитально сбрасывает яркость, и все. Мультитач, конечно же, есть, экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно, полноценный Always On дисплей с обширными настройками в наличии. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер работает корректно, можно завести 4 раза один и тот же отпечаток пальца, правда, но вот так. И функция распознавания лиц срабатывает
срабатывает хорошо и под углом тоже, можно 2 лица заводить. Или одно лицо 2 раза. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Elite и почти, вот хочется сказать, ура, но нет, for Galaxy. С техпроцессором 4 нанометра, с 8 ядрами и максимальной частотой 4,32 ГГц. Графический процессор Adreno 830, оперативная память LPDDR5X на 12 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Операционная система One UI на базе Android 15 версии. Smart поддерживает функцию Samsung DeX, а Android Auto, SmartThings, Smart Switch, разные технологии с использованием искусственного интеллекта и так далее. Как и на прошлой модели, в интернете можно найти много полезной информации по устранению той или иной проблемы. К слову, их здесь, разумеется, как всегда, достаточно. И программ Samsung, даже внутренних, выпускают миллиарды просто. Это так же, как на моем стриме 550 вопросов было, какой лучший регион, а чтобы звонилка была, что делать. Все это есть в интернете, но да, вы не получите из коробки все, что вы хотите. Чаще всего. Зато если сидите на Samsung'ах давно, примерно те же самые решения проблем все. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, Bluetooth версии 5.4, почему-то не 6.0, поддержка NFC, eSIM, 5G сетей, 4G сетей со всеми бендами и ниже. Связь Smart ловил хорошо, датчик приближения не подводил, список поддерживаемых аудиокодеков максимально скромный, за что отдельный минус. GPS двухдиапазонный и GPS-тест показывает точность 3 метра, но он не супер быстрый. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке устройство выдало. Ультра скромные 7 часов 54 минуты, потому что, опять же, рассказывали про супер-мега результаты автономности. Нет, их здесь нет. Когда я гонял его 4К 60 FPS под кондиционером, съемку со 100% до нуля, он снимал 4 часа 17 минут. Но он сбросил там 25 сотых кадра. И мне кажется, что не все так хорошо, потому что S24 Ultra показал 4 часа 1 минута. То есть на 15 минут всего меньше, при том, что 4 часа 55 минут, почти 5 часов, показал у нас Xiaomi 15 Pro в тех же условиях. Заряжается он от 0 до сотки бодрый час 0,5, час 10. Повторяю, что гановская 65-ваттная зарядка с обычным кабелем Orica от CMF у меня заряжала его при 43 ваттах, но опять же в разные периоды времени, какой-то 10 ватт. В общем, за час он у вас будет заряжаться, но не быстрее. Беспроводную зарядку на 25 ватт поддерживает, да, вспоминаем конкурентов с 50, и реверсивно у него есть. При просмотре роликов на YouTube в час уходит в среднем 4-5% заряда, за час в играх уходит 20% в PUBG New State и где-то 30-35% будет в Warzone каком-то уходить. Но это не актуально, это нечестно, потому что этот смарт уходит в яркость ниже 300 люксов. И, чтобы вы понимали, это очень тускло. Это вот а-ля iPhone в супертяжелых играх, но, опять же, в именно супертяжелых играх. Зачем они так сделали? Ну, чтобы он не перегревался, наверное. Я его еще раз прогоню, мы 3 часа сидели на пользу стрима, гоняли его. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест смартфон прошел со следующими результатами. 312 гипсов минимально, максимально 586, в среднем 399 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. К слову, S24 Ultra показывает лучшие результаты. Да, программка старая, но, опять же, если брать именно по ней, в чем прирост, где прирост, вопрос дня. Сколько выбивает в Geekbench, Antutu и всем остальном вы видите на экране, очень странно. Со storage-тестом. Почему? Потому что мало, и это не значит, что он будет тормозить, он просто будет медленнее, чем остальные, вот и все. Результаты прогонки стресс-теста в Antutu и тестах 3D Mark вы видите на экране, ничего фантасмагоричного. Проц чуть-чуть задушили, ну и ладно. Главное, что работает, как говорится. Перейдем к камерам. Основной сенсор Samsung SSL HP2 на 200 мегапикселей с апертурой 1.7, фокусным расстоянием в 23 мм, оптостабом, лазерной автофокусировкой, разрешением для видеосъемки 8К 30 FPS, 4К 60 FPS и 4К 120 FPS в проф-режиме и ниже, но это было и в прошлой версии. Далее мы имеем телефотосенсор Sony IMX854 на 50 мегапикселей с апертурой 3.4, оптостабом, фокусным расстоянием в 111 мм, пятикратным оптическим зумом, плюс есть еще телефотосенсор на 10 мегапикселей с апертурой 2.4 и трехкратным оптическим зумом. Сверхширик сенсор Samsung SSL S5KGN3 на 50 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов, фокусным расстоянием в 13 мм и апертурой 1.9. Фронталка Samsung S5K3LU на 12 мегапикселей с автофокусом, апертурой 2.2 находится в верхней части экрана по центру, и максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 60 FPS. По камерам огромного скачка нет, за процессора из-за оптимизации допиленных алгоритмов качество лучше, чем в прошлой линейке, но не намного. По сравнению с iPhone 16 Pro Max все по-старому. В основном 16 Pro Max более стабилен в плане видеосъемки. По-старому у Samsung огромное количество шумов при недостаточном освещении. В целом короткие примеры, как и сравнение, вы сейчас увидите. Ну что, 4К 60 FPS. Единственное, не отключил пока автонастройку частоты кадров у Samsung S25 Ultra.
Это основа iPhone 16 Pro Max, который уже допиливается почти год. Ультраширик. Допустим, два телевикапа X5. X2. Дальше сделаем финт, чтобы... чтобы... X3. И смотрим, как переключаются модули. Насколько плавно. Но я не вижу плавности. Вот, стой. Что с Samsung? Так, ну и теперь фронталка 4К 60 FPS, отключена настройка автоподбора частоты кадров. И да, разумнее для перекупов было бы, чтобы я сейчас включил S24 Ultra против S25 Ultra, потому что у вас альтернатива. Яблоко против Samsung или Samsung против яблока. Насчет того, как сделать микрофоны в яблоке нормальными, я не знаю. Я все равно, если, ну вот я в помещении, когда снимаю, он шикарен. Когда я начинаю с ним ходить, я не знаю, что с ним происходит. Там какие-то настройки есть, но я пользуюсь микрофонами при необходимости. И все. И да, это все равно нормальная фронталка у Samsung, одна из лучших, но все познается в сравнении. И да, разумнее бы было для Samsung и комфортнее, если бы я проверял со старой моделью, и вы выбирали Sams или Sams. А сейчас у вас хочется, если вам нужно покупать какую-то топовую фронталку, выбирать между Samsung и Samsung? Скажите честно. Так, ну что, 500 миллиардов видосов ночных теперь, дневных и всяких. Но важнее всего ночные, вы же понимаете, да, четко, что плюс-минус одинаково будут снимать смарты ночью, точнее не ночью, а днем, а вот ночью прям интересно. Два ультраширика, и что здесь больше шумит? Ну, я даже не знаю, все шумит. Два X5, оценили вы, как они переключаются, да? Два X5. 2X2, 2X2, 2X1. Вот они, неоновые вывески волшебные. Я не знаю, как они обработают. Вот на ультраширике на яблоке нормально, видите, желтое неоновое. На основе ПА, X2, серьезно, X5. Вот, на X5 уже видно. И на Самсе, и на... Так, главное, чтобы меня не сбито. X2, X2. X3. Вот оно, просто сравнение с диодными вывесками. Вот на X3 Sam's молодец, вот адаптировался, видите. На X1, похвалил, все топ. Ну что, 4К 60 FPS, и пытаться мне надо опять перекрикивать музыку. И разумеется, я должен вам в тысячный раз напомнить, что видеосъемка у Samsung будет еще подтянута позже. Но это будет позже, а сегодня, если вы будете покупать за 120 штук либо одно, либо другое устройство, вот такая будет супер волшебная разница. Надеюсь, что мне не западет ничего за эту музыку. И ультраширики, допустим, для примера. Вот так, ультрашириком, и все. Так, 4К 60 FPS. Там, кстати, отдельно есть программка для Expert RAW. Отдельная даже менюха. И вот так вы сможете снимать еду. Так, у кого натуральный цвет? У яблока. У Samsung пересвет какой-то, по идее. Ультраширики. Да, вы видели переключение. Будем надеяться, что исправят. X1. Ну, даже пластик, вот смотрите, как фокус вперед. Но опять же, на вкус и цвет, и надо ждать, когда 25-й будут уже напильником допиливать. Ну что, 4К 60 FPS, съемка с двух рук, и вот так вы сможете снимать на iPhone и на Samsung. И, кстати, Samsung уже с некоторыми участками со светом справляется лучше. Не со всеми, но с некоторыми объективно. И надеюсь, что вам они некоторые заходят. Так, хотя местами не всеми местами Samsung выигрывает, но очень большим количеством мест. Вот особенно работа со светом, обратите внимание, с этой серебристой штукой. Во всяком случае, то, что вижу я, может яблоко как-то потом допилит это все. Сейчас вот ультраширик
уже потом в записи, но что-то я как-то сомневаюсь. Нашли сценарий. Ну, опять же, это самый злобный сценарий, это съемка этого коня. Потому что столько объектов освещения, супер противно, нигде просто нет. Просто нигде нет. У Яблока протер, у Samsung протер 4К 60 FPS, но у Samsung S25 Ultra я показывал потом в отдельном роллибасе, что есть роллинг шаттер. Его сейчас может быть не видно, может он работает только в горизонталке. Ну вот, пожалуйста, работа со светом. Яблоко хуже. Нет, яблоко не хуже. Я путаюсь, где кто. Яблоко однозначно не хуже, к сожалению. Хотя, опять же, эти лучи, но шумы у Самса и все остальное, оно, ну, мягко скажем, такое себе. Так, ну что, 4К 60 FPS основа. Съемка с двух рук. Samsung S25 Ultra против iPhone 16 Pro Max. 15 секунд, в принципе, хватит за глаза. Потом я покажу вам. А у кого здесь включилась вспышка? У Яблока. Ну ладно. То ладно. Ультраширик, тем более снимаем-то одновременно, все в одинаковых условиях. Вот так на ультраширик сможете снимать. Кстати, в этой позиции, наверное, лучше даже на ультраширик. По мне, не Яблоко. Хотя, вам виднее. Давайте X5 резко с ультраширика. Насладились переключениями на Samsung, зато шумов почти нет. Давайте X15 сразу. X15. Вот так. Ну, если с иксами ночью снимать, да, думаю, днем Самс будет до пятерки выигрывать. До пятерки. Хотя, опять же, даже вот пятерку у Яблока очень много шумов. У Самса тоже шумов хватает. Может, даже Яблоко больше вытягивает. Да, Яблоко вытягивает больше информации. 4К 60 FPS. Разумеется, сейчас 30 FPS еще погоняю чуть-чуть. Так, теперь 4К 30 FPS. Хочу отметить, вот по поводу Самса есть еще небольшой минус. Допустим, тоже Яблоко 4К 120 FPS, ты просто в той же менюхе включаешь ее и все. А для того, чтобы в Самсе 4К 120 FPS поставить, нужно идти в отдельную программу Professional. Зачем? Может, кто-то знает, как это исправить, но вот на данный момент в стоке вот так. X5 и вот та же локация, допустим, если посмотреть как... стоп, X3, вот X5. Телевичок врубился. Вот теперь X5. Шикарненький. Та же локация. Ну да. Яблоко опять вытягивает больше, но сейчас вы скажете, а зачем это надо, и я с вами даже, может, соглашусь. Не может, а соглашусь, во-первых. Во-вторых, сами подбирайте себе, что для вас лучше и что для вас важнее. Больше информации из кадров или, опять же, их качество, потому что пусть Самса замыливает что-то, но эту картинку можно куда-то там использовать по мне даже. Ну что, самое неинтересное, это день, 4К 60 FPS, основой. Вот так вы сможете снимать. Кстати, небольшая дымка на эти два смартфона. Насколько лучше один другого вам решать. Но, повторяюсь, днем оно все очень близко снимает. Два ультраширика. Всегда все близко снимают. И даже, не знаю, какой-нибудь смарт за 30 тысяч рублей будет снимать чаще не хуже. Но, опять же, специфика. Допустим, X5 и, допустим, переходы на ультраширике. Я думаю, вы видите разницу, да? Вот это вот все по поводу плавного. В S24 Ultra такая же тема. Это просто, как говорится, подмена понятий. X10. X10 топчик. Но опять же, есть это и у Vivo уже, и у iQshек у некоторых. У Vivo точно у многих. Опа. Сеть X10. Опять же. Ну, кстати, у Яблока работа с телевиком, видео, как много людей, правда, этим пользуются, но не в этом смысл. Вот в этой категории, наверное, один из лучших у Samsung.
смартфон. Ну что же, два основных модуля, 4К 60 FPS я здесь уже снимал на, получается, S25 Ultra. И сейчас мы пройдемся чуть-чуть без чехла оба смартфона. Да, очень неразумно с моей стороны. Скорее всего, 25 Ultra я оставлю. И вот так вы сможете снимать плавно на основные модули. То есть где-то секунд 20 пройдусь с основными модулями, потом, наверное, секунд 40 с ультрашириками. И может быть, да не может быть, можно, разумеется, купить стабилизатор, но в больших смартфонах обычно стабилизация очень даже неплохая. Если не бежать, даже со штатным стабом все отрабатывает классно. Два ультраширика. Так, сейчас я останавливаю. Так, ну понеслась. 4К 60 FPS. Основа здесь. Уже никому мешать не буду. В первую очередь хочу отметить, что я здесь 550 тысяч фотографий и в RAW формате тоже наделал. То есть при необходимости для того, чтобы оценить, что есть что, посмотрите. Так, левая рука, мне кажется, у меня яблоко держит хуже. Но не факт. И помним, что Samsung еще будут допиливать, наверное, месяца 4, как всегда, если не 5. Но вот на данный момент, если все так и будет, то, наверное, стабилизация лучше у Samsung. Хотя не факт. Я туда не полезу. Вараны, змеи. Самое главное, перелом ног. Все, чуть-чуть. Основа. Теперь ультраширики. У меня спрашивают, а что взять вместо GoPro? Вот вам два супер-супер смартфона, у которых все равно по мне ультраширики отрабатывают хуже, чем GoPro, потому что размер имеет значение все-таки здесь. И оптика. Хотя у вас может быть абсолютно другой взгляд. И может быть и уже, по вашему мнению, дорабатывает все эти прелести, что я сейчас снимаю, лучше. Но по мне определенного рода стагнация, как минимум, в съемке есть. Если не сказать, что снимать смартфоны начали хуже местами. X5 для примера. Еще раз, чтобы вы ощутили всю глубину глубин, вот мы на X5. Смотрите, ухожу на ультраширик. Ничего, кстати. Ничего. Вот сейчас уже ничего. Не, вот здесь нет. Вот на такой сцене, получается, колбасит Samsung. Ладно. Ладно, это все придирки, потому что если вы собрались брать Samsung, вы его и так купите. А если не собрались, я думаю, вам докинет аргументов из разряда, еще подожду 5 лет, пока у них будет модуль. Бесшовное переключение, хотя вы ими вполне возможно даже пользоваться не будете. И все. X5, X5. Ладно, 2 минуты хватит. Так, ну еще чуть-чуть пройдусь вот по этой штуке. Если не растянусь, значит у вас будет контент завтра, скорее всего. Ну, вряд ли растянусь. С чего тут растягиваться? И вот так вы сможете снимать. Если плавненько, то плюс-минус одинаково даже получается. Так, он может снимать в 4К 60 FPS, 4К 120 FPS, но, разумеется, это съемка в 4К 60 FPS, как и со всеми другими смартами. Я заболтался, засмотрел. Нельзя ни в коем случае снимать при движении, нельзя снимать без шлема, 2 руки на руле, и максимум можно на шлем повесить смартфон, но вдруг вы будете снимать, допустим, на шлеме, либо в движении, плюс-минус вы будете вот такую картинку иметь. Давайте на ультраширик перейду. На ультраширике вот такая картинка, это прям супер-мега, супер свежий топовый флагман, и да, это практически максимум, что можно с ультрашириков получить на сегодняшний момент. Как вариант, это только, ну что, Huawei, но там тоже никаких там супер ультрашириков нет. Яблоки, Honor. Можете подкинуть мне еще, где у нас ультраширики. А вообще GoPro за 20-ник. О, вот это было экстремально экспериментально. Видели? Если не ехать медленно, то можно встрять. Так, X1. Давайте попробуем X3 ради интереса. И X5. Вот так с X5
можете снимать. Разумеется, Так, сзади меня машина, я, в общем, останавливаю. Так, и вот если не сравнивая, вот он, ультраширик. Очень плохо, что нет этого кругляшка, неудобно. Основа X2, X3, X5, X10, X20. Но я вот вижу эти все переходы. Ничего они не плавные относительно яблока. Хотя, да, ничего так. А, вот он. А вот назад есть такое. Ладно, не все так плохо, но не все так хорошо. Основа 4К 60 FPS. И еще облом в том, что переключение на фронталку происходит не моментальное. Вроде бы мощностей уже процессоров хватает. Вроде бы вы должны там полоды пилить. Да, понятно, это суперсила Самса. Но почему бы не сделать так, чтобы переключение между модулями, переключение на фронталку, вот вы выпустили практически то же самое, было лучше. Так, ну это вот без сравнений, если 4К 60 FPS, потому что обычно, когда с сравнениями, то не особо все волшебно получается, да? Вы смотрите, во-первых, не в 4К, потому что рядом два примера, и получается в 1080p. Хотя, опять же, при понижении качества это ультраширик. По идее, X3. Сейчас мы плавненько X3 проведем, потом X5, потом X10. Специфика X5. У вас все равно картинка лучше. Супер плавно. На телевиках надо вообще не по 1 градусу, а по 3 градуса двигать. Но он же все равно рисует чего-то. И как-никак. Везде. И X10. X10. Заметьте, если вы нажмете на паузу, даже при этих 60 FPS никакой супер картинки вы не увидите. Так оно. Ну а самая прелесть, что можно включиться на фронталку, правда при потере звука небольшой и потере кадров небольших, но опять же критичных их нету. Все, начну сравнение, готовьтесь. 4К 60 FPS, запись в лифте. Вот так сможете себя записывать. Вот с таким ролевым шатром. Что бы мы делали без новинок, да? Может сбросить ценники чуть-чуть? Чуть-чуть. Слегка. Так, ну как же без еды видео? Хоть какие-то примеры еды. Вот здесь желтый не такой, то есть цвет не такой. Здесь цвет не такой, более бледный. Здесь цвет тоже не такой, более бледный. Если брать ультраширик, такая же история телевик. Я что-то не понимаю, почему он не хочет его передавать. Ладно, как говорится, главное снимает. Так, ну и вот этот чай, кстати, правильно передается по цвету. Китайский чай. Вот сейчас здесь интересное у меня сравнение. Обратите внимание, как яблоко в эквиваленте 121 мм отработало. И как отработал Samsung в эквиваленте 115 мм. И, разумеется, как Samsung отработал, мне местами больше нравится. То есть, видите, он сфокусировался не на внешней части, а на внутренней части диода. Если брать, допустим, как он поработал со светом, с кольцом, здесь он, наверное, выигрывает. Если брать обычную ночную фотографию, чем она еще хороша? То, что у нас здесь глянец, плитка и вообще черт ногу сломит относительно того, что там есть. Вот здесь у нас ультра, как вы видите по названию файла, здесь у нас яблоко. Но по мне здесь, ну, мягко скажем, паритет. Почему? Потому что очень-очень-очень все похоже. Сказать, что кто-то кого-то ушатывает, здесь я не могу, по цветам правильное яблоко. Если говорить про ночную фотографию, по идее здесь должно быть в одну калитку. Разумеется, у нас здесь Samsung 23 мм, основной модуль. Смотрим, как работает со светом. По структуре коня здесь, наверное, ближе и лучше отработал iPhone, потому что вот здесь у нас у Самса пошла ИИ, которая здесь вообще не нужна никак. Так, металлические штуковины лучше на яблоке, свет лучше на Самсе, работа со светом. Не скажу, что однозначно, но лучше во многих моментах. И здесь даже тоже
лучше отработал Samsung. В целом, мораль вообще вот этого вот сравнения пока это стагнация у Samsung, потому что те же китайцы выносят яблоко просто в одну калитку, и то, что Samsung не делает этого, это эпичный фейл. Да, вот здесь у него все, видите, намного более четко у Samsung, у яблока нет. И здесь шумов у яблока больше, хотя если мы зумируем, то Samsung тоже не великолепен. И заметьте, как я целый ролик автоматически умалчиваю по поводу фронталки роллинг шаттера у Samsung S25 Ultra, и даже в конце не буду о ней говорить, потому что это уж какая-то дичь, вы в примерах видео это видели. Надеюсь, они это поправят, я на 99% уверен. И по поводу фотографий сравнений, то есть если мы берем, опять же, фотки, фоток я сделал больше, да, в разных режимах, если фотографировать на Samsung, если делать постановочные фото, вполне возможно, в постановочном фоте Samsung и выиграет. Но в режиме реального времени, где фото не постановочное, вот у нас, допустим, Samsung, и вот у нас iPhone. Сказать, что Samsung прям ушатывает iPhone, ну, может быть, эквивалент 115 миллиметров, я так не скажу, 120 миллиметров. То есть по телевикам даже фото я как минимум назову это паритетом в сложных условиях. А по фронталке мы берем, допустим, фронталку и видим, что в шумах и то, и другое. Многим кажется, что у яблока вместо лица блин, и вот этот вот динамический диапазон, про который все время блогеры говорят, особенно в видео, у яблока не имеет значения. Я вам скажу так, что вот здесь, допустим, по мне выигрывает все равно яблоко. Почему? Потому что так вы, получается, можете в любом месте в туалете фотографироваться, извините за грубость, и у вас не будет сзади ничего видно. Динамический диапазон для фронталки просто необходим. И да, кому-то здесь будет блин, кому-то можно сказать, что мы там будем вот сейчас... Здесь переход от очков к заднему фону, вот здесь более белый. Баланс белого, наверное, лучше даже на Samsung. Но я хочу видеть то, где я фотографирую. Если вы не хотите видеть позади что, вау, как круто сам сфотографирует. По факту, да, он работает над лицом, но у вас получается сзади полотно вот это зеленое, и потом картинку накладываете, вырезаете себя. Но это тоже глупо. Может быть, моя логика не совсем вам близка, и я это допускаю, но то, что Samsung стагнирует по поводу фото и видео, это как минимум где-то деградирует. Я повторяюсь, не говорю ни про стабилизацию фронталки у того же айфона, не говорю про оптический зум у того же Samsung. Скачивайте исходники, делайте для себя выводы и помните, что я советую это устройство даже в конце. Просто нужно четко понимать его плюсы, минусы и ждать приличного ценника. Надеюсь, что вы со мной согласны. Минусы: перегрев на длительных дистанциях, сброс яркости в играх, нет улучшений по части аккумулятора, есть, можно сказать, ухудшения по части камер, скромный список Bluetooth кодеков, незначительное обновление по сравнению с предыдущей моделью, и по эргономике основная масса людей, которая его реально щупала, вот из моих знакомых, и я, считаем, что они сделали шаг назад. Стилус S Pen лишился поддержки Bluetooth, что уменьшает его возможности по сравнению с предыдущими версиями, и подобный даунгрейд затронул и некоторые другие функции. Для использования функции беспроводной зарядки Qi необходимо приобрести совместимый чехол. Проще говоря, как яблоко, примагнитить вы туда не можете. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Всем, кто досмотрел ролик, огромное спасибо. И давайте теперь поступательно. Что у нас в смартфоне от S25 Ultra? Новый ценник, то есть с новым курсом он ощущается жестче. Но они сделали смарт дешевле, чем? Тем, что они благополучным образом у нас убрали Bluetooth из стилуса, тем, что они, такое ощущение, что поставили чуть-чуть дешевле экран, который шумит еще больше, тем, что они в принципе не поработали никак с камерами, лучше, я бы сказал, не стало. Во всяком случае, все эти циферки или еще что-то, это не важно, когда ты берешь и сравниваешь все в лоб. Если вам больше нравится картинка с Samsung, супер. Все, кто хочет разнести мою позицию, рассказать, что я его тупо хейчу, посмотрите мои топы на канале у флагманов, я однозначно его хвалю. Просто я считаю, что он должен стоить, вот сейчас он у перекупов 105 стоит, вот он стоит 95. И Samsung на других рынках, если кто-то в разных странах живет, вы видите, как уже 3 раза дропалась на него цена. Прям конкретно, прям 5%, 7%. Они это тоже ощущают. И если говорить про инновации, здесь они не просто ноль, это деградация идет. Если смотреть по всяким тротлинг-тестам,
то он себя ведет хуже, чем S24 Ultra. Когда вы скажете, но S24 Ultra потом стал себя вести лучше, нет. Нет, с обновлениями он стал вести себя еще хуже. То есть то, что мы имеем на S25 Ultra, вполне возможно станет еще хуже. И если как игровое устройство S24 Ultra было печально, вот это просто антипод нормальному любому устройству. И чего здесь нет, почему стоит обратить внимание на что угодно. Здесь нет топовой видео и фото. Ушатывают и Vivo, и Oppo, и, не знаю, даже Huawei, скорее всего, в некоторых сценариях будут его ушатывать, потому что Samsung нам ничего не дает нового. И они топчутся на месте. В каком-то смысле это хорошо, то есть денег они сделают. С другой стороны, из Android флагманов по видео и фотосъемке он теперь не лучший. Если говорить про видеосъемку в сравнении с iPhone, я не знаю, если вы выбираете Samsung, хорошо, это ваш выбор. Я вижу, что Samsung сливает по полной программе. Про фронталку вообще молчу. По поводу вот этой магии, которую я все время говорю, если вы хотите снимать на фронталку и выгружать в социальные сети лучшее сжатие, нет, мы уже тесты сделали, все плохо. Автономность, можно сказать, хорошо, 4 часа 17 минут он может снимать 4К 60 FPS, а 5 часов на Xiaomi 15 Pro вы не хотите? Ну, то есть вы понимаете, что разница в 40 с лишним минут, это прям овер много. Смартфоны одного утрированного года. Ладно, да, 15 Pro вы выпустили в конце 24-го, но стилус есть. Хорошо, Bluetooth убрали. Ну ладно, ну оставили. Вибро хуже, чем у конкурентов. Звук громко, но у конкурентов есть лучший звук. Что есть у Samsung лучше всего? Комьюнити. И это, кстати, не шутка. То есть, когда вы покупаете устройство, вы хотите, допустим, хочу завести запись звонков. Легко, вообще чуть ли не в первый день ты уже знаешь что. У них есть свои техноблогеры. То есть, у Samsung есть прям не просто люди, которые только о чем-то еще рассказывают. Они рассказывают только о Samsung и, разумеется, все у них хуже. Потому что исходники они не выгружают, там всякие яблоки хуже. OnePlus хуже, Huawei, все хуже, потому что они продают Samsung. Ну, это логично. Но зато, если вы хотите купить Samsung, вы можете их посмотреть и принять решение, почему это супер классный смартфон. Учитывая популярность бренда, формат устройства и ценник, который уже 3 раза падал, то есть технически, если вы куда-то полетите, может быть, вы в минималке даже его за 1092 можете купить. Плюс-минус. Каждый раз, когда я хейчу какие-то флагманы, OnePlus 13 в глобалке 79 с экспресс-доставкой без таможни стоит сейчас на Али. Honor Magic 7 Pro, который я хейтил, в итоге заказал. В итоге они увидели, что у них нулевые продажи за 2 недели. Там 4 смартфона они за 2 недели на распродаже продали. Они уже сделали 96 тысяч с доставкой без таможни. На фоне этих конкурентов, да, мне Honor меньше нравится. Однозначно этот бренд дешевле и позиционируется дешевле. Но мне что-то подсказывает, что он снимает лучше. Когда он придет, я сравню его как раз с S25 Ultra. Повторяюсь, потому что я вижу не то, что стагнацию в камерах, а еще и деградацию. А это прям совсем плохо. Можете написать мне еще какие-то вещи, что лучше стало в Samsung S25 Ultra. Повторяюсь, что этот ролик это не про то, что не берите. Это про то, как они очень хорошо сейчас закупили рекламу и обыгрывают вот это ПО, еще что-то, 550 тысяч программ ты можешь туда скачать и что-то там кастомизировать, в принципе, как на любом другом устройстве. То есть сейчас интернет будет очень агрессивно, и он уже начал, отрабатывать свой хлеб по пиару этой железки, потому что по-другому им ее не продать. Ну, в принципе, реклама, окей, двигатель торговли. Просто если у вас есть S22 Ultra, S23 Ultra, S24 Ultra, S25 Ultra, точно такой же, только менее удобное для моих конкретно рук устройство. Так что все, что я хотел, я рассказал. Надеюсь, что вам подобный подход нравится. Приходите на стрим, там уже 5000 просмотров, посмотрите, как мы его жарили, там много очень мыслей у людей. И если вы его купили, я вас поздравляю. То есть это классная железка? Классная. Там, не знаю, iPhone последний тоже классный. Любой флагман, даже Honor, потому что я его уже купил, он неплохой. Но вообще лучше не брать, конечно, что-то подобное с нулевой ликвидностью. Спасибо им, что они все это дело выпускают. Мне есть о чем вам рассказывать. Какие-то мелочи, программные мелочи, там нет 120 Гц и, соответственно, в UFO-тесте, еще чем-то там, герцовка в играх, еще что-то. Какая герцовка? Вот смысл мне тестить герцовку в играх, когда он дропает через 2 минуты в Warzone яркость меньше 300 люксов. Когда ты играешь в PUBG New State на 300 люксов. Ну, друзья, какая герцовка? Какие там FPS? Какой мне FPS считать на тусклом экране? Да, он не греется, ему нечему греться. Вот, примерно такие эмоции у меня по поводу этого смарта. Но в 1000-й раз, если вы носите это дело в чехле, в 1000-й раз, если вы собираетесь себе что-то со стилусом приобретать, которым вы, скорее всего, и не будете пользоваться, и, разумеется, сейчас пиар о том, кстати,
стилус и попала вода. Я почему-то думал, что здесь герметично будет, а нет. Да, я все тесты делаю до утопления. Если вам подобное устройство нравится, то знайте, Samsung сделал его дешевле физически, чем прошлый, менее удобным, легче, неиграбельным устройством, которое можно легко купить в плане ценника, потому что флагманы за эти деньги не всякие приобрести. То есть 16 Pro Max намного дороже стоит. И здесь ты устанавливаешь MirPay, спокойно оплачиваешь покупки, все как по фэншую. Девайсу от меня однозначно да, пишите в комментариях, сделать ли еще один обзор на него или нет, с чем-нибудь сравнить, может с тем же Honor. А с S24 Ultra не очень хочется, потому что это получается, ты пиаришь просто Sams против Самса. И помните, что топовых брендов-то два у нас, таких любимых, и которые делают много денег. Это Яблоки и Самсы, и они этим пользуются. Подписывайтесь на канал с колоколом, подписывайтесь на мою личную телегу, смотрите, там я там кружков напилил на S24 Ultra, на 25 Ultra, на iPhone, какие лучше, какие хуже, где какие микрофоны. И я это, разумеется, еще буду делать, тестировать. Еще в течение года, я думаю, обзора 3 будет на этот смарт. Но то, что его не допилят а-ля там в играх или еще в чем-то, ну, скорее всего, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.